У вертикального пылесоса Dirma T30W три варианта комплектации. Обычный T30W стоимостью около 10 тысяч рублей. В комплекте только основная и щелевая насадка. T30W Combo. На 1000 дороже, потому что в комплекте моторизированная насадка для мебели с винтообразной щеткой. И T30W Station. Максимальный комплект поставки за 30 тысяч. Кроме целого арсенала насадок, которые едва помещаются на столе, в коробку положили станцию выгрузки мусора. Аллергики аплодируют. Возиться с пылесборником теперь не нужно. Ставим на станцию, нажимаем кнопку, и мусор исчезает на зависть Дэвиду Копперфильду. Сила всасывания внушительная. Дизайн впечатляющий, остается только проверить, как пылесос покажет себя в полевых условиях, чем мы и займемся в фирменном обзоре Best Robot. Dirma T30W Station приезжает в одной большой коробке, и вот что находится внутри. Станция самоочистки с лапой, как у барного стула. Красивый и стильный пылесос с рельефом, как у Дайсона. Основная насадка с паркетным валиком, ковровой щетки в комплекте нет. Моторизированная насадка для мебели с поворотной рамкой. Насадка 2 в 1, которая почему-то напоминает о фильме «Чужой». Насадка для деликатных поверхностей. Цилиндрическая насадка с мягким ворсом. Гофрошланг пригодится в труднодоступных местах. Удлинительная труба, прочная, металлическая. Запасной HEPA-фильтр, причем сразу 2. Запасной мешок для станции. Подробная книжечка-инструкция на русском языке. Глядя на многочисленные аксессуары, лежащие на столе, хочется хлестать себя по щекам. Неужели я не сплю, и все это за 30 тысяч? HEPA-фильтр для T30W я нашел на Filterix. Мешки представлены на Озоне. А на AliExpress можно найти массу других аксессуаров, включая щетку для ковра. Правда, встанет ли она в эту насадку, неизвестно. Характеристики T30W Station представительные. Сила всасывания 23 тысячи паскаль. Звучит неплохо, особенно с учетом ценника. В магазине Top Sourcing на Озон эту модель можно взять до 27 тысяч со станцией самоочистки, а с промокодом, который вы видите на экране, будет дополнительная скидка в 1000 рублей. Ссылку закреплю в описании под роликом. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. К дизайну инженеры подошли креативно. T30W напоминает оружие пришельцев из района номер 9. Тонкая рукоять, над которой громоздится моторный блок и примыкающая к нему колба. Баланс у такой конструкции далек от идеала, но визуально впечатляет. Впереди возле патрубка клеммы для зарядки на станции. Аккумулятор находится где-то под корпусом, где именно непонятно, потому что он несъемный. Рядом с рукоятью сделали гнездо для зарядки от адаптера, что с одной стороны удобно, например, если нужно взять пылесос на дачу, а с другой стороны странно, потому что от станции адаптер не отсоединяется. Рычаг затвора предназначен для быстрой выгрузки мусора, практически как у Дайсона, ну почти. Но можно и полностью снять колбу. Фильтрация 4-ступенчатая. Мелкая и чистая сетка, обычно на нее налипает мусор. Микроциклоны, на дне которых накапливается пыль. Поролоновая прокладка, она задерживает мелкие частицы. И для контроля складчатый бумажный фильтр. Колба простая, без электрики. Можно промывать под краном. Насчет HEPA-фильтра данных нет. Кнопки управления над моторным блоком. Дотянуться до них можно только свободной рукой. Первая запускает мотор, вторая включает максимальный режим. Индикации он не отображается, ориентируемся на шум мотора. Индикация состояния батареи тоже максимально упрощенная. Когда заряд критически снижается, индикатор перед кнопками начинает моргать. Вот и все. Теперь разберемся с насадками. Основная с паркетным валиком. Углы поворота гимнастические, 180 градусов. Достичь такой маневренности удалось за счет отсутствия колес. Для ковров эта насадка не предназначена. Крыло высокое, валик должен подгребать соринки у стены. Самое крутое – боковая лазерная подсветка, с которой, по подсчетам британских ученых, качество уборки возрастает на 73%.
На подошве находим опорные ролики. Все они вынесены за линию раструба. Волос должно наматываться немного. Но на всякий случай инженеры предусмотрели удобные фиксаторы. Снять ролик можно одним движением. Первый раз вижу такую конструкцию у напольной насадки. Здесь нужно обязательно поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. Чтобы извлечь валик, поддеваем пальцем кольцо и тянем вниз. Обратите внимание, в раструбе установлена гребенка, счищающая с валика шерсть. Сам валик стандартного исполнения с чередованием мягкого и жесткого ворса. Самое оригинальное – насадка для мебели. У нее поворотная рамка, а внутри щетка с зубчатыми ламелями. Щетка почему-то короткая, до края раструба не доходит сантиметра на 2. Если понимаете, в чем заключается идея инженеров, разъясните нам всем в комментариях. Только не пишите версию про то, что хотели сэкономить, потому что я ее придумал первым. Кстати, насадку для мебели можно полностью разобрать и прочистить. С этим все в порядке. Одна из самых ходовых – насадка 2 в 1 со сдвижной щетиной. Можно собирать мусор вдоль плинтусов и делать уборку в автомобиле. Цилиндрическая с нежной кистью на конце. Можно собрать пыль с трюмо, где стоят флакончики с французскими духами. Для деликатных поверхностей с жестким ворсом и мягкой подошвой можно почистить костюм от кошачьей шерсти. Простые насадки можно ставить через гофрошланг. Полезная штука для уборки в шкафу. Моторизированные прямо в патрубок или через удлинительную трубу. Качество сборки хорошее. Люфты в местах соединений в пределах нормы, как со стороны насадки, так и со стороны патрубка. В полном сборе Dirma T30W весит 2,5 килограмма. Золотой стандарт соблюдается четко, нагрузка на руку умеренная. Но большую часть времени пылесос будет проводить на зарядной станции. Она представляет собой глянцевый цилиндр на тонкой ножке. Вверху держатель пылесоса и единственная кнопка. При нажатии на нее включается турбина мощностью 1000 Вт. Красный штырь выпрыгивает вверх и открывает стенку пылесборника, после чего весь мусор улетает вниз через небольшое отверстие. Мешок устанавливается под лицевую панель. Исполнение качественное. В пластиковой рамке предусмотрен клапан. Перед моторным отсеком поставили фильтр грубой очистки, а на выходе поролон и фильтр тонкой очистки. Аллергики могут спать спокойно, микроб не пройдет. Переходим к полевым испытаниям. Баланса тушки не хватает. Во время маневрирования рукоять так и норовит выскользнуть из ладони из-за смещенного центра тяжести. Но если брать пылесос поближе к моторному блоку, пылесосить комфортно. При этом насадка отзывчивая, легко идет в нужную сторону, хорошо маневрирует в труднодоступных местах. Подсветка реально полезная вещь. Сразу видно, какие участки пропускаешь, и тут же дорабатываешь их. На максималках батареи хватило почти на 13 минут. Показатель выше среднего, а в стандартном режиме производитель обещает до 45 минут. Я пылесосил в основном на низких оборотах. Второй режим задействовал только на ковре и спокойно убрал квартиру площадью 80 квадратов. В конце рабочего цикла индикатор еще не мигал, но сколько осталось заряда, неизвестно. В процессе уборки удалось собрать кучу волос, пыли, шерсти и всякой мелочевки. Вытряхнуть мусор одним движением не получается, потому что он набивается между сеткой и колбой. Все равно приходится разбирать пылесборник и пачкать руки. Зато валик после уборки практически чистый. Один из роликов намотал волосы, но его можно быстро почистить. Уровень шума у этой модели средний, в пределах 72-76 дБ. Гул мотора чистый и высокий. В первом режиме отчетливо слышно насадку, во втором — только турбину в тушке. Скорость воздушного потока замеряем анемометром из патрубка. Максимальное значение — 22 метра в секунду. Чуть выше, чем у 20-й модели серии, но заметно ниже, чем в среднем у пылесосов такого типа. Заявленная сила всасывания 23 килопаскаля, но фактически показатели более скромные. В первом режиме 6 килопаскаль, во втором — 16. По силе всасывания T30W тоже заметно отстает от конкурентов. Мощность у этой модели не самая высокая. Но в сочетании с паркетным валиком насадка для пола работает достаточно эффективно. В стандартном режиме вытягивает кофе из щелей до 8 мм. А на максимальной мощности вычищает и сантиметровую щель. Для качественной уборки ковролина такого всасывания должно хватать с головой. Проверим это на практике. Ламинат убираем в первом режиме. Подсветка показывает каждую пылинку, поэтому за 3 прохода результат удалось довести до совершенства. Валик не ограничен буфером и собирает мусор у стены даже при фронтальном подходе, но можно и быстренько проехать вдоль плинтуса. Маневренность насадки позволяет.
На ковролине включаем максимальную мощность. Насадка собирает большую часть мусора с одного прохода, но шлейф крупинок все-таки остается. Для его устранения приходится махать еще дважды на каждом участке. У стен тоже возникают проблемы. Коварные соринки прижимаются к плинтусу и никак не хотят лезть в раструб. В таком случае можно задействовать щелевую насадку. Для мохнатого ковра паркетный валик не предназначен. Он просто заглаживает глубокий ворс вместе с мусором. На каждом участке я сделал 8 проходов вдоль, поперек и по диагонали. Поверхность почистить удалось, но в глубине можно найти соринки разного калибра. В целом, Dirma T30W хорошо справляется с ламинатом, ковролином и поверхностью ковра. Подбирает любые виды мусора, включая наполнитель и шерсть. При этом валик остается чистым. Гребенка работает эффективно. Пылесборник набит волосами, семечками, крупой и прочим тестовым мусором. Вытряхивать все это в корзину не обязательно, ведь у нас есть станция с мешком. Цикл самоочистки занимает 20 секунд. Уровень шума достигает 78 дБ. Устанавливаем пылесос и его адски забитый мусором контейнер в разъем на станции и нажимаем волшебную кнопку. Считаем до 20 и вуаля! Пылесборник совершенно пуст. Помимо основной насадки, у пылесоса есть и дополнительная. Прежде всего, это оригинальная насадка для мебели. Работает с характерным звуком газонокосилки. Эффективность такая же, как у других насадок с лепестковой щеткой. Быстро вытягивает пыль, долго собирает волосы. С кошачьим креслом я возился 2,5 минуты. В пылесборнике целый комок шерсти, но часть волос все-таки осталась на обивке. Улучшить качество уборки мебели поможет щелевая насадка. Ее наконечник пролезает между подушками дивана. Также эту насадку можно использовать для уборки у плинтусов. Цилиндрическая насадка собирает пыль на столе, засасывает всякую мелочевку. Насадка для деликатных поверхностей – это такой себе вакуумный веник. Очень удобно выметать откуда-нибудь мусор. В сочетании с гофрошлангом я бы использовал ее в автомобиле. Подведем итоги. Dirma T30W Station. Такой же, как Dyson, только в 5 раз дешевле. Стильный, оригинальный, с боковой подсветкой и качественной выгрузкой мусора. Управление не самое удобное в плане эргономики и выбора режимов, зато основная насадка очень маневренная. В захламленной квартире как рыба в воде. Пылесос хорошо убирает ламинат и ковролин, но на глубокую очистку ковра ему не хватает ни мощности, ни специальной насадки. По системе оценки Best Robot Dirma T30W Station набрал 59 баллов и вошел в двадцатку лучших вертикалок. Отличный вариант для домов с линолеумом или ламинатом. Площадью квадратов 60. Большие собаки приветствуются. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и поставил лайк под роликом. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых обзоров.